В общем, дела такие. Если ты используешь рекламу от Unity, то есть Unity Ads, в своей игре, и твоя игра уже опубликованная в Play Market, или ты только планируешь внедрять Unity Ads в свой проект, тогда этот маленький ролик именно для тебя. Обязательно досмотри его до конца. Первым делом жмякни паузу на этом видео, зайди в свой проект и проверь версию Unity Ads, которая там используется. Если она ниже, чем 4.0.1, тогда оставайся тут и слушай до конца. Времени особо не заберу. Если же только планируешь эту рекламу интегрировать в свой проект, тогда обязательно посмотри мой ролик, как это верно сделать. Ссылка будет в подсказке или под этим видео. Охайо, ребят, вы во вселенной Рэйбл. На своем канале обучаю всему, что умею сам в сфере компьютерной графики и разработки игр. Мои каналы Telegram и ВК под видео. Там же и сервер Discord, где я отвечаю на ваши вопросы помимо комментариев. Все ссылки в описании. У меня версия Unity 2021, и через Package Manager я могу обновиться до версии 3.7.5, будучи сейчас на 4.0.0, понимаете? Обновиться. Это типа фича такая, или я что-то не понял. Все-таки это версия релизная, а не превью, хотя и в таком случае было бы странно. Но скорее всего это из-за того, что 3.7.5 является как рекомендуемый, но смог обновить Unity Ads до версии 4.2.1 через сервисы. Это так, небольшое отступление, но думал хоть уделить пару секунд этому моменту стоит. И кстати, этот проект из моего ролика про подключение рекламы, и он же используется в видео про рекламу с версии 3.7.5. Хотите, тоже посмотрите для того, чтобы увидеть разницу между тем, что было и что стало. Итак, когда ты проверил свою версию и она ниже, чем 4.0.1, тогда спешу поделиться с тобой новостью, которая пришла ко мне буквально вчера на почту. Если тебе лень читать, да еще и на английском, тогда слушай дальше. Google будет применять политику в соответствии Google Play Store SDK, и чтобы Unity соответствовала этим требованиям, они обновили все, что надо, до версии 4.0.1 и выше. В свою очередь, это значит, что вы должны обновиться до этой версии во всех своих проектах, где есть Unity Ads и игра опубликованная, или только планируется для публикации. Если этого не сделать, ваше приложение или игра может быть удалено из магазина или ваше обновление не пропустит. Повторяю, ваша опубликованная игра будет удалена из Play Market, если там версия Unity Ads ниже, чем 4.0.1. Это же касается для обновлений или первых загрузок в магазин. Их просто не пропустят. Если ты используешь медиацию AdMob, Max или Iron Source, ты можешь скачать их обновления по ссылкам под видео. Вообще в письме сказали, что обновитесь до 4.0.1 и выше, чтобы уменьшить риск удаления приложения. То есть не обязательно удалят именно вашу игру, но моя рекомендация — лучше не рисковать и обновиться. И опять же повторюсь, если у тебя старая версия Unity Ads, а именно ниже, чем 4.0.1 или 4.0.0, тогда обязательно смотри мой ролик, как подключить новую рекламу от Unity. Они там переделали реализацию интерфейсов. Принцип работы теперь как у Google AdMob. Спасибо, что посмотрел до конца, беги смотреть ролик, а если посмотрел это видео на будущее, тогда жми лайк, чтобы не потерять его. А я пойду пилить новый интересный видосик, связанный с маленькой игрой. Подписывайся и ставь колокольчик, чтобы не пропустить. Аригато.